Привет, YouTube. Небольшое отступление. Это видео должно было выйти где-то в середине-конце апреля, но мое эмоциональное состояние и бытовая жизнь дали о себе знать. Хочу сказать спасибо всем, кто за этот период оставлял комменты, подписывался, ну и не отписывался тоже. Вообще, нас уже почти 200 человек на канале. Это прям как советская пятиэтажка. Ну, как подъезда на 4-5 примерно. Офигеть вообще, я людей на целый дом собрал. Если мало моего контента на Ютубе, я периодически какие-то мысли в Телеграм выкладываю, так что всех приглашаю туда, чтобы не потеряться. Ну и в планах есть закрыть одну игру, где мне явно понадобится помощь подписчиков. Будем на связи. Ну и сейчас такой будет легкий разговор на ролик, а вот следующий уже про конкретную игру, которую вы видите на своих экранах. Надеюсь, видео выйдет раньше, чем через 2 месяца. Все, больше не отвлекаю, давайте сначала. Привет, YouTube. Выбивая очередную платину, я задумался, почему одни платины это сплошное удовольствие, а другие выглядят как каторга. Ну, часто же бывает такое, что игра отличная, геймплей просто потрясающий, но стоит заглянуть в список трофеев и как-то руки опускаются, что ли. Собрать 500 перьев, гриндить 100 часов ради одной ачивы? Нет уж, спасибо. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как может выглядеть идеальный список трофеев. Попробуем посмотреть на разные жанры и понять, как разработчики могут сделать все правильно и вообще могут ли. Спойлер для Лиги Лени? Да, могут. Не стесняйтесь на лайк и комментарий, это нереально поддерживает канал и мотивирует делать для вас новый контент. Устраивайтесь поудобнее и погнали к видео. Начнем с классики. Для взрослого геймера со стандартным графиком 5.2 с 9 до 6 свободное время – это главный ресурс. Если перед нами линейный сюжетный экшен, идеальный список трофеев не должен требовать увольняться с работы. Золотой стандарт здесь, как по мне, проекты от внутренних компаний Sony. Почему они идеальны в своем жанре? Ну, во-первых, они сами его и сделали, да? А во-вторых, там нет пропускаемых трофеев, из-за которых ты параноидально сверяешься с гайдом на каждом шагу. Ачивки просто поощряют использование всего арсенала и креативный подход к боям. В итоге платина органично выбивается за совершенно неторопливые 2-3 часа в день, недели так на 2-3, а иногда и быстрее. Ровно в тот момент, когда игра показала весь свой контент, но еще не успела тебе надоесть. Если мы хотим примеров, то это, наверное, будет Человек-паук, God of War, Horizon, да любой вот открытый мир Sony. На исключением, наверное, будет только Uncharted, там что-то жара. И спидран, и максимальная сложность, и найди все собирашки. Полный фарш. Совершенно другой разговор – это кооперативные игры. Если проект изначально заточен под двоих, идеальные трофеи должны генерировать фан от совместного прохождения, а не превращаться в душную рутину. Взять, к примеру, Split Fiction. Ачивки там не заставляют вас пылесосить уровни в поисках коллекционок. Они выдаются за смешные ситуативные действия, за взаимодействие с напарником и забавные пасхалки. Это делает процесс получения платины по-настоящему живым и эмоциональным. Как по мне, для коопа это идеальное геймдизайнерское решение. Я вот тут недавно с коллегой прошел Reanimal и считаю, что любая кооперативная игра может подходить под это описание. Кстати, о самом Reanimal я расскажу в другом ролике, подписывайся обязательно. Туда, наверное, только не подойдет Unravel 2, но знаете что, в кооперативе это тоже ведь кайфово. Одно дело уныло переигрывать уровни в одиночку, и совсем другое вместе ловить тайминги в 4 руки, косячить, орать и делить одну победу на двоих. Хардкор, который не душит, а даже сближает. Кстати, а если и вам необходим напарник для прохождения какого-либо кооператива или получения трофеев в какой-нибудь старой забытой игре, рекомендую воспользоваться сервисом Game Shelter. Ссылочка будет в описании. Третий формат идеальной платины – это проверка твоего скилла. И тут речь не про игры вроде Dark Souls, где кубок часто сводится к тому, чтобы пройти игру 3 раза ради разных концовок. Идеальный трофей на скилл заставляет тебя играть не просто дольше, но и лучше. Посмотрите на Cuphead, Hollow Knight, Shifu. Чтобы забрать там платину, тебе нужно выучить тайминги и мувсеты боссов. Пантеон Hollow Nest или прохождение уровень на ранг S, или прохождение игры младше 25 лет. Это чистое мастерство. И когда ты получаешь такой кубок, он приносит максимум удовлетворения. В формуле оценки престижа профиля именно такие достижения, основанные на хардкоре, и должны иметь огромный вес. Ты доказал, что превзошел механику игры. Ну или поймал тот самый легендарный поток, когда на диком кураже выдаешь идеальный победный трай. В любом случае, руки у тебя растут откуда надо.
Кстати, о Hollow Knight. Мне тут недавно открыли, что оказывается у игры все это время был глич на неуязвимость, который позволяет пройти пантеоны за 30 минут. Вы сейчас серьезно, да? Неужели кому-то реально интересно воспользоваться гличом, чем попробовать собственной силой, пройдя всех боссов? Ну, это же реально челлендж. Я не думаю, что такие разработчики будут добавлять это в игру намеренно, лишь бы усложнить это. Наоборот, это проверка вашего мастерства. Почему бы и да, как говорится. Но, как по мне, есть и четвертый формат. Если игра признанный шедевр, то ее платина и не должна быть быстрой, она должна стать новым этапом в твоей жизни. Да, я помню, что во вступлении сам же плевался от сотен часов гринда. Но здесь совершенно другая история. Это не искусственное растягивание хронометража ради галочки, а легальный повод остаться в крутом мире подольше. Прекрасным примером можно считать Ведьмака 3, когда в 2015 году поляки показали, как нужно делать игры с открытым миром. А потом и бахнули еще DLC, который чуть ли не лучше основной игры. Другой пример спустя 3 года — Red Dead Redemption 2, которая хоть и не взяла Готи, но показала эталон живого мира. Ачивки в Ведьмаке заставляют тебя разбираться в алхимии и заглянуть в каждую корчму ради карт для Гвинта. А самый прикол — это не надоедало. В RDR 2 же это вообще вершина трофейного престижа. Изучить всех животных, найти большую часть незнакомцев, выполнить почти весь справочник. А я выполнил вообще весь. Да, это сотни часов. Да, это требует невероятной самодисциплины. Но парадокс для меня в том, что это не ощущается как душная обязаловка. Ты просто становишься частью этого мира. Именно поэтому такая платина ощущается не как рядовой значок, а как настоящий орден. Для масштабных игр именно такой подход является абсолютным идеалом. И вот тут вы можете поспорить, что не каждый открытый мир такой. И будете правы. Но я же предлагаю вам идеал, зачем отвлекаться на какую-то мишуру, верно? Как видите, идеалы бывают разными, потому что игры разные. Единого универсального чек-листа просто не существует. Игра не может быть одновременно быстрой прогулкой на вечер, крутым кооперативом и 200-часовым эпосом. Я думаю, идеальная платина — это та, которая идеально подстраивается под жанр и масштаб самой игры. А какой формат идеален лично для вас? Пишите в комментарии, какие игры задушили вас своими ачивами сильнее всего, а какие, наоборот, подарили лучшую платину в вашей жизни. Обязательно подписывайтесь на канал и залетайте в мой телеграм. Ссылка в описании. Спасибо за просмотр и всем пока-пока.